Могли бы вы когда-нибудь подумать, что у АвтоВАЗа будет настолько серьезные проблемы с реализацией своих автомобилей? Вот и я про подобное подумать не мог. А оказывается, что у дилеров есть жуткие проблемы с реализацией новой Лады Весты НГ. АвтоВАЗ без устали продолжает выпускать эти автомобили, но дилеры не успевают за темпами завода, так как спрос на автомобили сильно упал. Из-за этого склады дилеров переполнены. Почему же люди стали хуже покупать наш автомобиль, если многие высказываются про Весту положительно? На самом деле у Лады Весты НГ есть несколько существенных проблем, о которых стоит поговорить. Во-первых, несмотря на то, что АвтоВАЗ уже выпускает Весту третьего поколения, у автомобиля все еще много проблем, особенно с электроникой. Во-вторых, автомобиль стоит очень дорого по нынешним меркам. Однако это касается не только Весты, но и всех автомобилей Лада. Например, за базовую Ладу Гранту АвтоВАЗ просит от 911 тысяч рублей, что уже довольно много. Но у дилера с учетом дополнительного оборудования цена Гранты будет около 1 миллиона рублей и даже больше. Базовая Лада Веста седан стоит от 1,5 миллиона рублей, а самая дорогая версия седана 1,8 миллионов рублей. В салоне к этим ценам добавят еще около 100 тысяч рублей или больше. А если говорить про кросс-версии или универсал, то цены будут еще выше. Самая дорогая Веста стоит более 2 миллионов рублей. Также на повестке дня полезная информация от наших спонсоров. С ними вы сэкономите на прохождении ТО, покупке нового автомобиля и оформлении каско. Все это один бесплатный ресурс autospot.ru. Буквально в несколько кликов вы наглядно поймете, сколько можете сэкономить при покупке нового автомобиля за наличные, в кредит или трейд-ин. А если вам необходимо техническое обслуживание, заполняйте параметры и удобно смотрите на карте самые выгодные цены в вашем городе. Ну а если вам нужна каска, сделайте пару кликов и получите за 2 минуты список самых выгодных предложений. Для вас сервис абсолютно бесплатный. Ссылка будет в описании, а мы вернемся к новостям. Многие покупатели, увидев высокие цены на Лады, понимают, что за эти деньги можно купить новый китайский автомобиль, годовалый китайский автомобиль с хорошим оснащением или Volkswagen Polo 2022 года в неплохой комплектации. Сегодня можно купить довольно свежий Polo или Rapid с хорошим оснащением за 2 миллиона рублей с небольшим пробегом. В салонах Лады сложилась интересная ситуация. Производственные мощности завода превышают возможности дилеров по реализации Вест, из-за чего склады переполнены. Спрос на Весту упал, потому что АвтоВАЗ значительно завысил цены. Поэтому АвтоВАЗ решил, что дилеры должны как можно быстрее избавиться от этого автомобиля. Есть веская причина для этого. Недавно АвтоВАЗ возобновил выпуск Лады Ларгус на заводе в Ижевске. Ранее Лада Ларгус была очень популярной моделью. Даже сегодня многие покупатели задаются вопросом, зачем покупать Весту за 1,7 миллионов рублей, если можно купить более вместительный Ларгус. Хотя Веста более современный автомобиль, чем Ларгус, в реальности покупатели часто выбирают именно Ларгус. Несмотря на то, что Ларгус уже выпускается, у дилеров его почти нет. Обычно его даже не выставляют в автосалоне, чтобы он не мешал продажам Весты. АвтоВАЗ дал указание дилерам избавиться от Весты любой ценой, поэтому дилеры готовы продавать Весту по цене ниже прайса, а АвтоВАЗ предлагает беспроцентную рассрочку на год. Эта акция действует только на Весту. Однако усилия АвтоВАЗа не оценены покупателями, а склады дилеров все равно переполнены. Покупатели больше оценили бы снижение цен. Это могло бы подтолкнуть продажи, но АвтоВАЗ не собирается снижать цены. АвтоВАЗ планирует повысить цены на все автомобили в августе или сентябре. К тому же ожидается очередное повышение утилизационного сбора, что также увеличит цены на автомобили, в том числе и на Лады. Несмотря на то, что наши автомобили локализованы на 100% и повышение утилизационного сбора не должно их затронуть, в реальности цены все равно вырастут. Год назад, после повышения утилизационного сбора, Максим Соколов обещал, что цены на автомобили не изменятся, но они изменились. Поэтому и в этот раз, несмотря на обещания АвтоВАЗа, нам стоит ожидать значительного повышения цен на автомобили. Это может навредить АвтоВАЗу, так как продажи автомобилей могут значительно упасть. И куда дилеры будут девать Весты и Ларгусы, не ясно. А как считаете вы, цены на автомобили вырастут, как и утильсбор на 500 000?